Привет, это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Сегодня будем разбираться, почему в результате затопления шахт Донбасс может превратиться в болото без источников питьевой воды и есть ли шанс спасти многострадальный регион. Смотрите в выпуске. Ржавая вода в прудах и реках, проседание грунта и угроза радиационного загрязнения. Реалии Донбасса по обе стороны линии фронта. Условий для жизни, извините меня, практически не будет. Золотое на Луганщине в шаге от экологического бедствия. У нас була вода, ми тут пили, стирали все. А тепер шахти пустили воду. Бачите, що робиться? Что уже сейчас может предпринять Украина, чтобы спасти окружающую среду на Донбассе? Що Україна вимагає проведення відповідної експертизи, моніторингової місії групи експертів від МАГАТЕ. Промышленное загрязнение окружающей среды на Донбассе длится уже более сотни лет. Но война запустила цепную реакцию полной экологической деградации, которая превращает регион в непригодную для жизни пустыню. Разделенный военным конфликтом край объединяют общие экологические проблемы и вызовы. Ведь от последствий промышленного загрязнения не спрятаться. Его не остановят ни государственные границы, как между Украиной и Россией, ни выдуманные линии разграничения. Сейчас главная проблема, о которой говорят экологи, неконтролируемое затопление шахт, из-за которого Донбасс вообще может лишиться источников питьевой воды. Анализ ситуации в Ордло в нашем первом сюжете. Это фото сделано в мае 2020-го вблизи оккупированного Янакиева Донецкой области. Это пруд Чапаевский в Горловке, сентябрь 2021-го. А вот кадры подконтрольной территории Луганской области вблизи Золотого. Затопленный водой бизнес-центр «Северный» в Донецке в 2019-м, потрескавшиеся дома и провалы асфальта в Макеевке, озера Серы возле отвалов шахты «Центральная» в Торецке. То, о чем эксперты и экологи говорят с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе, становится реальностью. Як так сталося, що вже найближчим часом Донбас може стати непридатним для життя? Донбас на межі екологічної катастрофи, попереджають екологи. Вода з неробочих копалень окупованого Первомайська через підземні потоки потрапляє на підконтрольну Києву територію. Когда строят шахту, то подземные воды из нее откачивают, чтобы была возможность беспрепятственно добывать уголь. Также под землей образуются рукотворные пустоты, шахтные стволы и выработки. Из-за концентрации большого количества угледобывающих предприятий в одном регионе ученые сравнивают Донбасс с голландским сыром, дыры в котором, к тому же, зачастую связаны, как сообщающиеся сосуды. Если шахты закрыть без откачки, уровень подземных вод поднимется и затопит не только пустоты, но и все вокруг, растворяя в себе всю таблицу Менделеева. Загрязненная жидкость будет подниматься, попадая в водоносные горизонты, реки, являющиеся источниками питьевой воды, и даже в Азовское море. Я считаю, что это должна быть государственная программа. Потому что если не будет безопасного питьевого водоснабжения, условий для жизни, извините меня, практически не будет. Потому что Северский Донец, он ухудшит свое состояние по мере нарастания затопленных шахт. Северский Донец – единственный крупный источник питьевой воды на востоке страны под угрозой. Именно из него получают воду люди по обе стороны линии фронта. На оккупированном Донбассе война и безответственное поведение так называемых властей сделало процесс закрытия и затопления шахт резким и неконтролируемым. На подконтрольной ДНР территории, к примеру, в районе Горловки, уже не осталось работающих шахт. Системы откачки воды там практически не функционируют. В Донецке ситуация тоже постепенно деградирует. Относительно полноценно работает только шахта имени Скачинского, где действуют 2 участка, а также продолжает функционировать одна лава шахты имени Засядько. Кроме того, не закрыта шахта имени Челюскинцев, но в ней уже больше года не добывают уголь. На территории, которую контролирует ЛНР, раньше было около 36 шахт, из которых работу продолжают 13. Вот линия фронта, она здесь, вот возле шахты Гагарина. Вот она. Она будет работать и на оценку переноса загрязнений, то, что будет вымываться в шахтах из конструкции, из материалов, из остатков нефтепродуктов и идти на нашу сторону в общем подземном потоке.
она будет... Там только появится дополнительный элемент радионуклида, цезий, стронций. Нам нужно прослеживать весь фронт движения подземных вод, вот как вы видите на вот той карте. Известный украинский гидрогеолог Евгений Яковлев изучает процессы, связанные с затоплением шахт Донбасса. Цезий, стронций и другие радиоактивные элементы, о которых он говорит, могут появиться из-за того, что в 2018 году группировка ДНР затопила шахту «Юный коммунар» вблизи Янакиева. Там в 1979 году на глубине около километра был произведен первый в СССР подземный ядерный взрыв. В ДНР уверяют, что радиация в воду не проникнет. Ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и тем более влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты. Но ученый Евгений Яковлев считает, чтобы давать какую-либо оценку, нужна качественная и налаженная система мониторинга. Ее нет ни у Украины, ни по другую сторону линии фронта. По его оценкам, ситуация на Юнкоме не критическая, ведь с момента подземного ядерного взрыва прошло уже более 40 лет. Для некоторых элементов это период полураспада. Но в шахтных выработках Донбасса и помимо радиации достаточно опасных элементов и веществ. Кроме загрязнения питьевой воды, затопление угледобывающих предприятий может привести к проседанию грунтов и выходу на поверхность газов, в основном метана. Этот процесс уже также зафиксировали исследователи проекта Truth Hounds вблизи оккупированной Горловки. Также не стоит забывать о терриконах, ведь они тоже несут опасность. Також ми тут маємо ризик підтоплення териконів, яких приблизно 1300 було, із них 350 приблизно було гарячими. І сьогодні є ризик того, що при активізації підтоплення цих териконів ми будемо мати ризик вибухів. Такі вже випадки на Донбасі були. Если собрать всю картину промышленного загрязнения от закрытия и затопления шахт воедино, то ожидать необходимо следующие процессы. Загрязнение питьевой воды, поднятие уровня воды, подтопление территорий, выход на поверхность газа метана, возможны возгорания, взрывы и отравления. Провалы и сдвиги грунта, техногенные землетрясения, загрязнение водоносных уровней, засаливание почвы. Значительная часть территории Донецкой и Луганской областей в результате может стать практически непригодной для жизни человека. Интересно, что происходит по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Пишите нам об экологических проблемах в вашем населенном пункте. Помните, что первый шаг к решению проблемы – сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Грязная желтая вода из брошенных шахт в Ордло уже не первый год выливается в реки на подконтрольную Украине территорию. Ситуация возле Золотого – красноречивый пример того, что отгородиться блокпостами и линией разграничения от экологического бедствия не получится. Река Камышеваха на Луганщине превратилась в рыжее болото. Людмила живет здесь практически всю жизнь. Работала на местной шахте. Говорит, такой цвет речка приобрела, когда закрыли шахту. А це аж у Донець вода біжить. І ми що, п'ємо її? Ось як шахту оцю закрили, затопили шахту і стало оце бігти, оце таке у нас. Тож ми поливали городи, поливали, все робили. А тепер нічого. Все. А на вода от як. І там же ж баня з очисних біжить, уся гадость біжить. В прифронтовом Золотом и округе 5 шахт. Все они соединены между собой горными выработками. Считается, что с началом войны 2 из них, Первомайская и Голубовская, которые находятся на неподконтрольной территории, были закрыты и затоплены. Вода из них подземным потоком пошла на подконтрольную Киеву территорию. Як ви бачите, це основна артерія, річка Камишеваха, яка є притокою Сіверського Донця. На даний час вона має таке забарвлення, тому що сюди неконтрольовано скидаються шахтні води, шахти Золоте. Як ми знаємо, на непідконтрольній території всі шахти утоплені і хаотично затоплюються. Затем закрылась еще одна шахта – Родина, уже на свободной территории. Она гидрологически связана с шахтой Золотое, и именно они поддерживали гидрологический баланс в системе. Раніше функцію водовідливу виконувала шахта Родина, та, що знаходиться на Золотому 4. Але в 2018 році із безглуздої політики
реструктуризації, вона була утоплена. І все знаряддя, всі насосні установки були утоплені під водою. І потік швидкими дуже темпами підшахтних вод почав прибувати на шахту «Золоте». Було втоплено 2 горизонти, на яких працювали люди, була вироботка, слава Богу, вдалося встигнути підняти людей на поверхню. На даний час шахта «Золоте» відкачує більше 1000 кубометрів води на годину. Золотое стало барьером между затопленными шахтами оккупированного Первомайска и шахтами, работающими на подконтрольной Украине территории. Самостоятельно справиться с таким объемом воды государственное предприятие не могло. В мае 2018-го там произошло ЧП. Затопило 2 горизонти. На силу там зупинили її на промежутку в горизонті, який не готовий до того, щоб відкачувати той об'єм води, який поступає зараз на шахту, це більше 900 кубів на годину. І вода така вона є. Для цього треба, я знаю, що там в обласній адміністрації ведуться роботи для того, щоб поставити очисні споруди. Поки іненькі такі. После аварии на выполнение работ по предотвращению техногенной катастрофы правительство выделило для укрепления шахт 33 миллиона гривен. В 2020-м НАБУ возбудило уголовное дело о якобы хищении около половины этой суммы. Следствие утверждает, что государственное предприятие «Первомайскуголь» внесло в сметную документацию заведомо завышенную стоимость оборудования, а через 2 частных посредников наняло своих же сотрудников к выполнению работ. Пока судебный процесс против руководителей Первомайскугля, подозреваемых в преступлении, не завершен. Ну а шахта «Золотое», на которой залежи еще 30 миллионов тонн, сейчас работает лишь в режиме насоса. Предприятие едва держится на плаву. Если хотя бы один насос сломается или выключат электричество, затопят 2 работающих угледобывающих предприятия. Якщо шахту «Золоте» затоплює горизонт 600 метрів, через 2 місяці шахта «Карбоніт» буде затоплена, тому що в них не оборудовано на водовідливи такий об'єм води. Очистных сооружений в «Золотом» нет. Денег на их строительство в местном или областном бюджетах тоже. І робити нормальні сучасні очисні споруди, щоб вода не було такого кольору і таких хімічних властивостей, які є загрозою для всього регіону. Це в першу чергу питна вода і населення. Вона і так у нас не в кращому стані, а з такими джерелами, ми ж відбираємо воду в Сіверському Донці, то я думаю, у нас з кожним роком буде гірше і гірше. В конце 2020 и начале 2022 года экологи с привлечением международной технической помощи должны провести анализ шахтных вод. После этого станет понятно, какие очистные сооружения смогут помочь ситуации. Группировки ЛДНР предпочитают скрывать информацию об ухудшающейся экологической ситуации на подконтрольной им территории. Но что предпринимает Украина, чтобы защитить базовое право человека на здоровую окружающую среду в зоне конфликта? Давайте разберемся. С 2014 года украинские власти не имеют доступа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В этом главная проблема. Эксперты считают, что экология Донбасса сейчас недостаточно обсуждается на переговорных площадках, в Минской трехсторонней контактной группе и в нормандском формате. Еще год назад украинская делегация в ТКГ и Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий поставила на повестку дня вопрос мониторинга радиационного фона на контролируемой Росією части Донбасса. Ще кілька місяців, і ми можемо мати екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу, а в тому числі і на південних районах Ростовської області. На початку жовтня в режимі відеоконференції я мав зустріч з генеральним директором МАГАТЕ паном Рафаелем Гроссі і озвучив наш запит і надіслав його письмово, що Україна вимагає проведення відповідної експертизи, моніторингової місії групи експертів від МАГАТЕ. Звісно, що на сьогоднішній день питання, чи пропустять російські проксі експертну групу на цій території, залишається поки що питанням. Работа над организацией визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированной территории Донбасса ведется и год спустя. В конце сентября спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии УНН заявил, что визит должен состояться до Нового года. Также Минреинтеграции планирует ввести механизм мониторинга экологической ситуации в ОРДЛО с помощью спутников. В то же время на подконтрольной Украине территории также остро стоит вопрос закрытия нерентабельных шахт и их консервации.
Эксперты и чиновники склоняются к тому, что это необходимо делать методом так называемой сухой консервации. Как, например, это сделали в Германии, то есть воду из шахт откачивать вечно. В данный момент правительство разработало государственную стратегию развития Украины на ближайшие 7 лет. Она предусматривает программу трансформации угольных регионов, включая экологический аспект. Пилотные проекты трансформации стартуют в 2 городах. Во Львовской области это Червоноград, в Донецкой – Мирноград. Министерство экологии Украины, в свою очередь, запускает масштабный проект, который коснется подконтрольных территорий – «Экосистема». Это платформа, на которой будет в открытом доступе собрана информация о состоянии окружающей среды в Украине, данные мониторингов, разрешительные документы, данные различных реестров, которые ранее были закрыты. На сегодня открыто уже 60 реестров экологической информации. В Министерстве экологии утверждают, что к концу года их будет 80. Как минимизировать уже нанесенный ущерб? Мы говорили об этом с экспертом в области экологической безопасности и мониторинга окружающей среды Дмитрием Авериным. Что касается возможных действий со стороны правительства Украины. Во-первых, необходимо усиливать мониторинг окружающей среды на линии разграничения и на территориях подконтрольных украинскому правительству, поскольку информации недостаточно. Те процессы, которые сейчас происходят на территории Донецкой и Луганской области с затоплением шахт, конечно, они уже в основном необратимы. Возможно, некоторые шахты можно было бы откачать и использовать повторно, однако политика, вы знаете, Евросоюза и многих других стран мира, она сейчас сводится к тому, чтобы минимизировать выбросы парниковых газов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Поэтому многие страны уходят от углеродной экономики, от использования угля в том числе. Поэтому, конечно, это будет нерентабельно. Откачивать большие объемы воды в реки, для этого необходима серьезная очистка, или мы еще сильнее ухудшим качество воды в Азовском море и абсолютно убьем это море. Поэтому, как вариант, что можно было бы сделать, организовать дополнительные водоотливы с хорошей очисткой и поддерживать уровень подземных вод на высоте 150-200 метров вниз от поверхности. И таким образом мы приостановим этот процесс. Других пока вариантов эксперты не видят, к сожалению, что можно было бы сделать. Шахты придется так или иначе, по крайней мере, большую часть шахт придется так или иначе закрывать, к сожалению. Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Если вы живете на Донбассе, вблизи закрытых и затопленных шахт, пишите в комментариях, предлагайте темы для новых выпусков и не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся!